Здравствуйте, мои дорогие! Я рада приветствовать вас на своем канале. На днях я ездила в строительный магазин, и посмотрите, какую орхидейку я там поймала. После привоза на 8 марта стояло очень много орхидей. И среди того безобразия, которое нам привезли в этот раз, все орхидейки завядшие, уставшие. Я несколько раз ездила на охоту, но совершенно там ничего не нашла. И там даже нечего было выбирать. Одни белые, розовые, и все еще в таком ужасном состоянии. И представляете, через неделю после 8 марта я опять поехала в строительный магазин. И посмотрите, какую орхидейку я там нашла. Сначала я ее не купила, потому что у нее мелкие цветы, маленькая розеточка. Но приехав через 3 дня, я опять ее обнаружила. Эта орхидейка все еще стояла. И я ее решила все-таки купить. Я уже думала об этой покупке. Возможно, она в следующий раз процветет бабочкой. В этот раз она цветет пилором. А я больше, конечно, люблю бабочки. Но эта орхидейка все-таки все равно меня сразила своей красотой, хоть у нее и мелкие цветочки. Но я надеюсь, когда будет домашнее цветение, она будет обильнее цвести и будет красивое зрелище. У этой орхидейки 2 цветоноса. На одном цветоносе пилоры все без исключения, а на другом цветоносе стандартные цветочки. Она уже засушила цветочек, и вот еще один распускается. Наполовину пилор, наполовину стандарт. Так что я не знаю, как она в следующий раз в домашнем цветении расцветет. Видите, там защипчик. А еще она стояла у меня в пакете, и я все присматривалась, что у нее там в центре розетки. Я вставлю вам фотографию, что я там увидела. Я так и не поняла, что это такое. Сверху листочков и в точке роста орхидейки были оранжевые, кругленькие, маленькие точечки. А посмотрев в грунт, я увидела какие-то, как паутинки, что ли, даже не знаю, что это такое. Но потом, когда уже я вытащила орхидейку из грунта и решила ее вытащить из грунта и полностью промыть под струей воды. И это были как какие-то растения, даже не знаю. Ну, в общем, я не жалею, что я ее вытащила. И обычно я так не делаю. Обычно я не пересаживаю новые орхидейки, не тревожу их. Но в этот раз пришлось поступить таким образом. Я ее полностью помыла под душем. У моего душа есть режим с мощной струей воды. И вот именно этим режимом я промыла орхидейку, точку роста, корни, пазухи. В ближайшее время я хочу ее обработать вместе со всеми своими орхидейками. Мне предстоит глобальная обработка орхидей. Я буду обрабатывать свои орхидейки от вредителей. Цветение я пока, наверное, не буду срезать. Немножко полюбуюсь им.
Кстати, я не сказала название. Это орхидейка кимоно. Данная мутация пилор. Цветочки не крупные, даже у стандарта, сантиметров 7. Соответственно, пилор тоже не крупный, как тюльпанчики. Вот еще один бутончик собирается раскрыться. Видите, треугольной формы. Надеюсь, что она когда-нибудь и бабочкой процветет. Кимоно бабочку я хочу, конечно. Ну и пилору я очень рада. Представляете, поймать такую орхидейку не так просто. С мутацией. Обычно таких ловцов много. В этот раз у нас был ужасный завоз орхидей на 8 марта. В прошлом году просто шикарный был. Я себе столько орхидей новых купила. Но в этом году из-за того, что все орхидейки были завядшие, я попросила скидочку. Вместо 1130 я заплатила 798. Почему я решила вывалить орхидейку из ее старого грунта? Потому что я подумала, ну буду я сейчас смывать с центра листа душем этих вредителей, и они попадут в грунт, а потом опять перелезут куда им надо. Так что я решила лучше полностью ее помыть и корни, чтобы в грунте ничего вообще не осталось. Так что придется пересаживать орхидейку. Я, конечно, так поступать не люблю. Ну а пересадку этой красавицы я покажу вам в следующем видео. Не пропустите. Какая красивая. Все-таки я рада, что я ее взяла. Посадку этой орхидейки смотрите в следующем видео. Все подробно покажу. Пока-пока, мои дорогие. До новых видео.